Приветствую, друзья, с вами Андрей и YouTube канал Малачети. В одном из прошлых видео я рассказывал, как должен работать топливный насос на инжекторном автомобиле, когда он включается, когда отключается, как он работает после установки газобаллонного оборудования и прочие нюансы, связанные с работой бензонасоса. И в комментариях к тому видео попросили наглядно показать, как на работу топливного насоса влияет датчик положения коленчатого вала. Почему именно этот датчик? Сейчас вкратце напомню. Первое, что нужно усвоить, это то, что топливным насосом управляет блок управления двигателем. Когда мы включаем зажигание, топливный насос включается на пару секунд и после этого отключается. Это сделано в целях безопасности, например, при ДТП, когда двигатель останавливается, то топливный насос сразу отключается, чтобы избежать утечки топлива и возможного пожара. Поэтому если коленчатый вал двигателя не вращается, то блок управления двигателем не включит топливный насос. Поэтому еще раз повторю, когда мы включаем зажигание, блок управления двигателем включает топливный насос на пару секунд, чтобы подкачать топливо. После этого насос отключается и блок управления двигателем ждет, пока мы начнем проворачивать коленчатый вал стартером. И, собственно говоря, когда мы включаем стартер, начинает вращаться коленчатый вал двигателя, и блок управления двигателем по сигналу датчика положения коленчатого вала определяет, что коленчатый вал начал вращение и включает топливный насос. Поэтому датчик положения коленчатого вала имеет определяющее значение для включения топливного насоса. И если у вас топливный насос не включается при проворачивании коленчатого вала стартером, то не всегда в этом виноват, собственно говоря, именно топливный насос. Проблема вполне может быть и в датчике положения коленчатого вала. Здесь, конечно же, есть небольшие исключения, так как некоторые блоки управления двигателем могут управлять системой управления двигателем и без датчика положения коленчатого вала. В этом случае сигнал берется с датчика положения распределительного вала. К таким автомобилям, например, можно отнести Chevrolet Lachetti с двигателем 1.4 либо 1.6 и некоторые другие. Но сути это особо не меняет. Так как я буду вам показывать на примере автомобиля Chevrolet Lachetti с двигателем 1.6, поэтому я отключу не только датчик положения коленчатого вала, но и датчик положения распределительного вала. После этого я подключу диагностическую программу и попытаюсь запустить двигатель. И там вы сможете наглядно увидеть, что при неисправном либо отключенном датчике положения коленчатого вала блок управления двигателем никогда не включит топливный насос. Ну давайте посмотрим это наглядно. Отключен датчик положения коленчатого вала, а также датчик положения распределительного вала. Итак, я вывел обороты двигателя, абсолютное давление в коллекторе, режим работы двигателя и, собственно, бензонасос. Запускаем двигатель. Как мы видим, давление в коллекторе падает. Как видим, абсолютное давление в коллекторе у нас снижалось, потому что двигатель вращался стартером, но бензонасос у нас так и не включился. Вот так, друзья. Поэтому, если у вас не работает топливный насос при проворачивании коленчатого вала стартером, то не обязательно причина в топливном насосе. Возможно, на него просто не подается питание. А как проверить электрическую цепь топливного насоса и подается ли на него необходимое напряжение, смотрите это видео.